Я решила бросить себе вызов как стилист и подумала, а что если взять и собрать образы за $10, за $100 и за $1000? Думаю, идея супер, потому что вы наглядно посмотрите то, что стильно одеваться можно вообще на любой бюджет. Буквально вчера ночью мне пришло осознание, что стиль — это умение стилизовать из ничего, поэтому давайте с вами попробуем это сегодня сделать. Соберем образ за $10. Те, кто смотрел мое прошлое видео, вы, возможно, помните, что я сидела на пуфике, и на этом пуфике была вот такая вот прекрасная простынка. А вообще, на самом деле, это скатерть со стола, но я постелила ее на пуфик. Честно, она досталась как бы мне бесплатно, потому что это хозяйская, поэтому давайте мы попробуем из этой скатерти сделать что-то, да, суразное. Ну что ж, вот это примерно мы с вами сейчас имеем, и будем из этого что-то творить. Вы можете задать мне вопрос, а как же я это все буду скреплять? Я не буду шить в прямом эфире, но у меня есть выход. Слава богу, у меня есть вот такие прекрасные мини-булавочки и также дополнительные резиночки маленькие, которые, кстати, на протяжении, наверное, всей моей истории стайлинга выручают меня и помогают вам скреплять одежду. И сегодня вы увидите как. Ну что ж, так как у нас очень много ткани, да, сделаем что-нибудь с драпировкой. Я хочу сделать какой-то такой глубокий вырез, да, может сделать это каким-то минималистичным платьем, но я хочу что-то поинтереснее, поэтому давайте думать дальше. Ну а пока я все это дело хочу закрепить как раз вот этими резиночками вот здесь на шее. Знаете, смотрится уже достаточно хорошо, но мне хочется как-то все это дело все же открыть и сделать это как-то более вкуснее, как я люблю это говорить, да. Соответственно, мы что делаем? Мы делаем, наверное, это с вами чуть-чуть покороче. И вот посмотрев на это, у меня создается впечатление эстетики 2000-х, U2K. Поэтому давайте, наверное, двигаться в этом направлении. Снизу я чуть-чуть подобрала, поэтому нам нужно сделать немножечко такой мув вот. Я не знаю, как вам, если честно, объяснить, но что-то типа вот такого. Как вы видите, у нас получилась такая мини-юбочка, да, такое мини-платьишко, поэтому также дополнительно еще это все фиксируем резиночками. И плюс этих резиночек, то, что они очень плотно держат ткань, и сколько бы вы ни ходили по улице, у меня пока что ни разу эти резиночки не отлетали, поэтому вся эта конструкция держится неплохо. Итак, что мы сейчас с вами имеем? Это скатерть 0 рублей. У нас еще цель, естественно, набрать $10. Я откопала у себя в гардеробе вот такие прекрасные винтажные ретро-казаки, которые я откопала на Авито буквально за $8. Я думаю, они сюда прекрасно подойдут. Я, если честно, допустим, на себе не люблю, когда я с короткой такой юбочкой, и у меня на ногах плоская подошва, либо же это должны быть ботфорты, либо же это должны быть, да, какие-то казаки, либо же это должны быть длинные носки, гетры. В общем, я люблю, когда у меня ноги закрыты, поэтому давайте мы с вами наденем эти казаки. Посмотрите, как это все дело выглядит сзади. Я считаю, что уже достаточно шикарно. Я задам вам вопрос, как вы думаете, чего не хватает? Конечно же, аксессуаров, поэтому давайте все это зааксессуарим. Так как у нас здесь на казаках есть также такие немножечко потертые, такого золотистого чуть-чуть цвета клепки-заклепки, возьму такой вот коричневый ремень. Я думаю, идеально будет сочетаться с казаками и с вот этой вот 2000-й эстетикой. Не знаю почему, но, допустим, у меня коричневый цвет ассоциируется с ретро. Так как у нас с вами винтажный эстетика, я возьму винтажные очки, я думаю, они сюда идеально подойдут. И вот такой вот образ за $10 у нас получился. Я считаю, что это шикарный результат, да, и вспоминаем, что это не какая-то вещь за $1, либо за $2, это реально скатерть с какого-то стола. Как вы видите, даже скатерть можно сделать стильной. Ну и мы переходим с вами дальше к следующей задаче. Давайте с вами соберем образ за $100. Здесь задача уже более простая, но тоже с ограниченным бюджетом, но мы и не с таким справлялись, поэтому давайте собираться. Как вы поняли, я фанатка казаков, и недавно я приобрела вот такие чудеснейшие казаки, которые я использовала в недавнешней съемке. И давайте мы, наверное, их и используем здесь, потому что я их еще ни разу никуда не носила. И чтобы вы понимали, эта конструкция реально очень крепко все держит. И даже если вы целый день прогуляете, в скатерти, у вас ничего не упадет. Что же мы делаем с вами дальше? Дальше мы с вами отталкиваемся от цветовой палитры. Соответственно, мы видим здесь достаточно яркие цвета. Собственно, на них мы сегодня и будем работать. Я хочу начать сверху. У меня уже здесь приготовлено, да, ребятушки, я готовлюсь к каждому выпуску. Прекрасная голубая рубашка, которая хорошо прям так мэчится с этими казаками. Ну а как вы хотели, мои дорогие? Конечно же, 3XL рубашечка уже на мне, да, потому что меньше мы не носим, мы не в 5 классе. Двигаемся дальше. Мы видим, что у нас здесь есть розовый цвет. Как бы сильно я его не любила, но мы будем его сегодня использовать. Вот этот прекрасный галстук Tommy Hilfiger я также нашла в секонд-хенде, поэтому давайте мы его сюда и впишем. Можно оставить и так, но мы не можем, потому что, естественно, нужно больше деталей, больше объема, больше нужно вещей, на которые можно посмотреть, поэтому я
приобрела вот такую вот юбку, которую также еще никуда не носила. Собственно, сегодня тот самый день, поэтому давайте мы ее сверху-то и примерим. Я считаю, что она идеально подходит. Здесь есть такой глубокий синий. Я не хочу делать себя супер яркой, поэтому добавим немного темного оттенка. Прям принцесса, да? Прям принцесса, но опять же чего-то не хватает. Зааксессуарим все это дело. Нам нужен пояс, потому что вот здесь, как вы видите, пусто. И, пожалуйста, никогда не допускайте, чтобы вот такие вот резинки, сейчас подойду поближе чуть-чуть, у вас были на виду. Старайтесь такие резинки закрывать ремнями. Они очень дешевят ваш образ, и это факт. Я сюда могла бы вписать обычный классический ремень, но мы этого делать не будем. Потому что, опять же, что? Нам нужно вкусно, нам нужно интересно. И как раз у меня здесь завалялся такой прекрасный металлический пояс, который можно спокойно использовать вместо ремня. Я на самом деле не хочу, чтобы эта цепочка здесь вот так висела. Я хочу, чтобы акцент был именно на вот этих прекрасных цветочках. Так как у нас бюджет немного побольше, мы можем себе позволить какую-то сумочку. Я бы здесь выбрала джинсовую, либо же голубого, да, оттенка. Я думаю, и та здесь отлично подходит, но я хочу, чтобы вот здесь, в этом районе, когда я держу сумочку, да, сумка не сливалась с этой юбкой, потому что мы видим, здесь есть темные оттенки, поэтому мы это убираем и оставляем с вами вот такую вот светлую. На оставшуюся копеечку мы с вами возьмем какие-нибудь яркие очки, которые также подходят нам по цветовой гамме. И, собственно, такой образ за $100 у нас получился. Я думаю, я соберу огромное количество взглядов. Сюда также можно еще надевать под низ юбки какие-то брюки, какие-то цветные колготки. Ну, это уже если вы хотите прям быть супер фэнси. А меня устраивает данный лук. А мы с вами продолжаем. Самое интересное, самое вкусное, кто ждал, тот самый лук за $1000, и сделаем его в моем гранжевом стиле. Последний лук! Последний лук! У нас сумма $1000, значит, нам понадобится либо очень мало, да, предметов одежды, но достаточно дорогих, либо же включить много предметов одежды, но где-то сегмента такого middle. Давайте мы с вами начнем с этой прекрасной, моей любимой сумочки Дизель белой и будем отталкиваться именно от нее. Если вы не знали, то можно отталкиваться вообще от любой вещи в вашем стиле, и если вы хотите узнать как, вы можете посмотреть мой урок про 5 шагов о том, как найти свой стиль. Где-нибудь здесь я оставлю вам подсказку. Но для того, чтобы сделать гранжевый стиль, нам сначала нужно оттолкнуться от классики, поэтому я возьму такое маленькое бельевое черное платье от Chantel. И мы, конечно же, можем оставить данную стромоту в таком виде, но я не я, если не прикроюсь чем-то оверсайзным сверху. Поэтому берем огроменный пиджак с объемными плечами. Ну вот, все, начинает, да, вырисовываться уже мой стилечек. Так тоже неплохо, да, но пока что похоже на девчушку с Патриков. Поэтому это безобразство нужно как-то разбавить. Естественно, какой-то необычной обувью. И данные нью-йорки, кстати, я также нашла на Авито. Это мой искренний совет вам. Заходите на Авито, ищите там какие-то находки, какие-то винтажки, секонды, потому что там реально можно откопать вот что-то такое эксклюзивное. Это вообще мои самые любимые ботфорты. Я бы, если честно, если бы они были супер удобные, ходила бы в них каждый день. Здесь, знаете, такой металлический каблук, что мне одной по ночам вообще не страшно в них ходить. Для меня пока что это выглядит странно, думаю, да, и для вас это тоже пока что выглядит странно, но исправляем ситуацию. Так как здесь у нас объемные плечи, мне вот сюда тоже не хватает объема. Я бы взяла сюда также дополнительно какой-то килт, но уже черно-белый. Смотрите, здесь есть два варианта. Мы с вами этот килт можем повязать, либо же поверх данного пиджака и закрыть это все дело, да, допустим, ремнем. Либо же мы это все дело можем надеть под низ, и у нас с вами будет очень классная стилевая драпировочка. Уже выглядит намного, конечно же, лучше, но, если честно, да, я хочу это все дело прикрыть ремнем. Мне не нравится, что здесь очень много объема, и, к сожалению, так со всеми вещами. Мне все абсолютно вещи в талии большие, поэтому набор ремней дома у меня есть всегда. Ну вот уже все это дело имеет какой-никакой Давид. Зааксессуарим все это дело, и те, кто меня давно знают, что я не я без вот таких вот милейших перчаток митинок. У меня есть разного размера, есть такие короткие, есть подлиннее, но сюда я хочу взять покороче. Руки у нас по 3 метра, и у нас создается вот здесь пространство, поэтому это пространство нужно чем-то заполнить. Я надену сюда просто какое-то украшение и как раз добью нужную сумму. У нас есть с вами детали ретро, поэтому часы я выбираю также ретро-винтажные гудзики. Дальше мы с вами добавляем аксессуар на голову и можем смотреть полный образ. Лично я считаю, что с таким-то образом, да, до Парижа мне осталось недалеко. Как вам этот образ, вы можете оценить в комментариях. А я сейчас нахожусь тотально в своем амплуа. Вот именно вот это отражение личности моей, отражение меня. И я очень рада, что я наконец-то нашла свой стиль, что и вам советую сделать. Ну, а я, конечно же, в первую очередь вам с этим помогу, поэтому можете на меня подписаться. И всем бай, с вами была Вика Бай.